Они висят в самых неожиданных местах. Старые деревянные столбы, обшарпанные двери подъездов, остановки маршруток, стеклянные павильоны с заклеенными афишами. Везде можно наткнуться на странную надпись «Куплю волосы. Дорого». Кто-то проходит мимо, не придавая значения. Кто-то хихикает, представляя, как кому-то отрежут волосы и сделают из них парик. Но мало кто догадывается, насколько это объявление может изменить чью-то жизнь. Однажды я решила: хватит гадать, пора узнать, что скрывается за этим объявлением, кто его развешивает, кто на него откликается. И главное, что происходит с волосами после того, как они покидают голову владельца. Я взяла телефон и набрала номер, указанный в одном из таких объявлений. Ответ был будничный, без каких-либо эмоций. Женщина подтвердила, что волосы действительно принимают, и пригласила зайти завтра. Казалось бы, все просто, но с этого момента началась череда странностей. Встречу переносили раз за разом. То переехали, то не сегодня, то приходите на следующей неделе. Создавалось ощущение, что меня водят за нос. Но я не отступала. Через 2 недели ожидания я все-таки получила адрес. На удивление, это была не салон и не студия, а старая хрущевка на окраине. Самый обычный подъезд, обшарпанная дверь и никакой вывески. Внутри пахло пылью, деревом и старыми книгами. Место будто законсервировалось во времени, но именно там и начинался один из самых странных и теневых бизнесов современности. И, как выяснилось, волосы — это не просто волосы. Это товар, валюта, а иногда и инструмент воздействия. Меня ждал тот, кто готов рассказать больше. Но прежде я увидела кое-что, от чего стало не по себе. Голос на другом конце провода был вежливым, но с каким-то напряжением. Не представляясь, женщина коротко сказала: «Да, волосы принимаем. Сегодня только 1 день». Я задала пару уточняющих вопросов, но услышала лишь сухое «потом все объясним». Все это напоминало попытку попасть в закрытый клуб, куда пускают не каждого. Адрес, который мне продиктовали, звучал буднично. Типичная многоэтажка в спальном районе. Я ожидала увидеть салон красоты или специализированный пункт, но оказалось, что меня ждали в обычной квартире. Когда я пришла в назначенное время, дверь открыл мужчина. Без лишних слов он впустил меня внутрь. В проходной комнате стояли мешки, ящики, коробки с наклейками и бирками. На столе расчески, щетки, какие-то химикаты. На стене календарь 16-летней давности. Все это производило впечатление временной мастерской, работающей по своим неофициальным правилам. Внутри меня встретили 2 мужчин, оба по имени Александр. Один собиратель, а другой обработчик. Работали они в тандеме уже больше 10 лет. Один ездит по городам и весам, размещает объявления, встречается с клиентами. Второй — специалист, который придает волосам товарный вид. Они говорили быстро, перебивая друг друга, будто боясь, что я не все пойму. Александр показал фотографию. Девушка стоит на табуретке, он держит в руках ее волосы. «Вот, 800 грамм. Это редкость. Длина — 1,80 м», гордо заявляет он. Но удивило меня не это. На полке лежал старый фотоальбом, где почти на каждой странице были волосы, как сувениры, или трофеи, или документы сделки. В этот момент я начала понимать, это не просто прием волос. Это целая система со своими правилами и тенями, а за каждой прядью стоит история. Иногда страшная, иногда откровенно жуткая. И чем глубже я погружалась, тем сильнее осознавалась одна мысль. Я вступаю в мир, где красота и отчаяние идут рука об руку. Квартира, куда я попал, оказалась вырванной из другой эпохи. Все напоминало лихие 90-е. Линолеум, обшарпанные обои, старая мебель и лампочка под потолком без плафона. Но главное — это атмосфера. В ней не было уюта, но было что-то особенное, ощущение потока. Как будто здесь за день проходит судьба десятков людей. На стене старая карта России с заколотыми кнопками. Александр объяснил: это наши маршруты. Где волосы собираем. Он открывает ящик, там целая кипа наклеек с названиями городов, и среди них совсем не крупные мегаполисы, а небольшие села, поселки, окраины. Рабочее место завалено волосами. Там белые, русые, черные, в косичках, пучках, на резинках. Некоторые уже вымыты, другие еще в пыли и мусоре, но все это товар. И каждый локон будет оценен, промыт, обработан и отправлен дальше. «Вот, смотри», — говорит Александр, протягивая замотанную в бумагу прядь. «Это из Тюмени». Девушка отрезала, потому что нужно было погасить микрозайм. А это из Сибири. Старая бабка, у нее на чердаке хранились волосы с советских времен. Прямо в косах под крышей. Я их еле отковырял. Он смеется, но в его голосе слышна усталость. Эти истории не анекдоты, а будни. Каждый локон, как страница чужой книги. И эти книги с надрывом, с болью, с решением, которое далось непросто. Я обвожу взглядом помещение. Это не просто квартира. Это настоящий пункт приема человеческих решений, оформленных в волосы. И что дальше происходит с этим сырьем, вызывает еще больше вопросов, чем сама его закупка.
Когда Александр говорит о волосах, он не использует слово «волос». Он говорит «материал», «сырье», «партия», как будто речь идет о каком-то промышленном продукте. Хотя в реальности это чья-то история, привязанность, иногда единственное, что осталось от жизни до кризиса. Он показывает фотографию, где стоит в Милане. Вот это я, а вот это волосы, русские, славянка. Самый дорогой товар. За ним витрина дорогого бутика. Парик в ней сделан из той самой партии, которую он привез. Там такие волосы, как золото, еще лучше. Мягкие, некрашенные, длинные, блондинистые, высший сорт. На столе лежит пучок, на котором написано «Высший блонд, 1,60 м». Это волосы 27-летней девушки. Мама настояла, говорит Александр. Говорит, пусть польза будет. Он показывает замотанные пакеты, в которых каждая прядь, как ювелирное изделие. Продается не просто по весу, а по качеству, длине, цвету и даже по географии. Сибирь, Урал, Поволжье, каждая зона дает разный урожай и разную цену. Интересно, что, по его словам, сейчас волосы подорожали настолько, что стали дороже золота. Волосы в цене летят как биткоин. Сейчас за 1,80 м не менее $2000 просят. А парик может выйти и в 10. Но куда уходит это золото, это пока оставалось загадкой. Хотя уже сейчас было ясно, что речь идет о чем-то большем, чем просто парикмахерские услуги. Настоящие сокровища собиратели находят не в городах, а в глубинке. Александр рассказывает, как ездил в Сибирь, в маленькое село под Красноярском. Там его ждала старая женщина, парикмахерка с довоенным стажем. Она позвонила сама. «У меня на чердаке есть волосы, советские еще, приезжайте». Он ехал 2 суток. Поезд, автобус, потом еще попуткой. И вот он на месте. Деревянный дом, старые ставни, скрипящий пол. Бабушка ведет его на чердак. Крыша была утеплена косами, настоящими. Настриженными десятилетия назад, вспоминает Александр. Он показывает фото. Между стропилами темные густые волосы, запыленные с паутиной. Я их отковыривал по пучку. Некоторые уже жук подъел, но кое-что удалось спасти. Такие истории у них не редкость. Кто-то хранит волосы как память, кто-то собирал на куклы и забыл, а кто-то бережет на черный день, потому что, когда приходит беда, волосы становятся последним, что можно обменять на деньги. Александр говорит, Сибирь, кладезь. Там и девчонки наивные, и волосы хорошие, только ехать далеко. Но оно того стоит. Именно такие поездки обеспечивают самыми редкими партиями. Из волос, хранившихся под крышей 30 лет, получаются лучшие парики. Потому что они не видели шампуней, окрашиваний и городской пыли. Но кто покупает это все за бешеные деньги? Ответ оказался еще более неожиданным, чем старые косы с чердака. Ты можешь собрать лучшие волосы в стране, но если у тебя нет рекламы, ты просто никто, с усмешкой произнес Александр. Если вам понравились наши истории о волосах и судьбах, не забудьте подписаться на канал. А если хотите поддержать наш проект, ссылка для доната ждет вас в описании. Ведь хорошие волосы стоят как золото, а наше творчество не должно оставаться без внимания. За его словами стояла простая правда. Волос без поставщика — просто сено. Чтобы люди сами несли волосы, их нужно заманить, и для этого собиратели используют главный инструмент — локальную рекламу. Обычно это небольшие объявления, расклеенные по всему городу. Чем больше масштаб, тем выше шанс собрать качественные волосы, но за этим стоит внушительный бюджет. Александр признается, Новосибирск обклеить нормально — это 1003. А если с газетой, радио, листовками, выйдет около 200 тысяч. Риск колоссальный. День сбора назначается заранее, но если в этот день пойдет дождь, будет мороз или выйдет конкурент, все, деньги пропали. Ни одного локона, ни одной пряди. Полный провал. Именно поэтому собиратели со временем становятся суеверными. Александр даже не скрывает, у него есть счастливая сумка, с которой он ездит по регионам. Я даю ей имя. Сейчас езжу с Санта-Марией. Она мне фарт приносит, говорит он почти шепотом, поглаживая замок на молнии. Он разговаривает с ней. Благодарит, если день прошел удачно, если нет, меняет. Не на той приехал, все, считай, поездка в минус. Это уже не просто работа. Это фольклор, религия, внутренний код. Чем больше регионов, тем сложнее предсказать результат. Волосы могут сдать десятки женщин, а могут не прийти вообще. Это бизнес на доверии, страхе и наде. И если ты ошибся с днем, ты проиграл. Но даже если реклама сработала и люди пришли, не факт, что ты соберешь волосы. Потому что за каждым отрезом стоит личная трагедия. Сумка, которой собиратели приписывают счастливую ауру, может выглядеть как угодно.
Старый чемодан на колесиках, потертая дорожная сумка, рюкзак в стиле 90-х. Но для Александра это не просто вещь, это оберег. Он называет ее по имени. Сейчас это Санта-Мария. Этого был Григорий, а до него Люба. С каждым у него своя история. Григорий вылетел в мороз, не привез ни одного волоса. Люба работала в Тамбове. 3 удачных дня. Санта-Мария, по словам Александра, помогает ему уже больше 2 лет. «У нее внутри все правильно лежит», — говорит он. Находясь рядом с ней, он ощущает уверенность. Он даже разговаривает с ней в поезде, спрашивает, готова ли она к сбору. На первый взгляд все это кажется странным, но когда работа зависит от капризов погоды, нервов клиентов и невидимых правил рынка, суеверие становится привычкой. Еще один талисман — рубашка. Александр показывает фото, он на приеме волос в Архангельске. Рубашка в клетку. Вот в ней всегда нормальные волосы идут. Без рубашки обязательно кто-нибудь скандалит. Эти ритуалы — не просто психологическая подстройка. Они помогают справляться с нервами. Ведь за день собиратель может встретить десятки людей, каждый из которых пришел в тяжелый момент своей жизни. А некоторые истории он до сих пор вспоминает с дрожью в голосе. Александр не скрывает. Многие, кто сдает волосы, делают это не от хорошей жизни. Девчонки приходят в слезах, кто в микрозайм влез, кто кредит не вытянул. Бывает, только распутался, и тут волосы в жертву. Он вспоминает одну из встреч в Сибири. Девушка лет 20, пришла с подругой, тихая, глаза опущены. Смотрю, хорошие волосы. Спрашиваю, точно хочешь срезать? А она молчит, потом заплакала. Сказала, надо долг закрыть. Мать заболела. Работы нет, парень ушел. Волосы — последнее, что у нее было. За них дали чуть больше $100. Этого хватило на оплату коммуналки и часть долга. После стрижки она ушла, так и не сказав ни слова. Иногда приходят матери с детьми или бабушки, несут волосы внучек. «У меня был случай, — говорит Александр, — алкоголичка привела дочку. Девочке лет 10, волосы шикарные. Сказала, режь, нам водку надо. Я отказался. Он говорит, что у него есть правило. Детей до 14 не стрижет без их согласия. Но такие ситуации все равно случаются. Спрос высокий, волос мало, а люди в отчаянии. Порой кажется, что он работает на грани этики, но сам он говорит просто «если не я, то кто-то другой». Я хотя бы по-человечески. После того, как волосы попадают в руки Александра, начинается процесс, похожий на ритуал. Первым делом вычесывание. Отделяют короткие волоски, мусор, остатки прядей. Все это делается вручную. Щетки, расчески, иголки, ничего автоматического. Потом промывание, вода, потом снова вода. Без шампуня только специальные растворы, чтобы сохранить структуру волоса. Каждая партия моется минимум 3 раза, иногда до 5, затем сушка. Волосы раскладывают на полотенцах, тщательно расправляют. Это самый уязвимый момент. Если что-то пойдет не так, партия испорчена. После сушки — сортировка. По цвету, длине, густоте некоторые волосы отправляются в брак, запутанные, с остатками клея, некачественные. Александр показывает целую коробку. Это вычес, мусор, из этого ничего не сделать. Он говорит, что научился понимать волосы на ощупь. Вот эти, славянка, мягкие, шелковистые. Эти Узбекистан, жестче, но прочные, а эти вообще Китай, силикон, почти пластик. Именно этот этап решает судьбу волос, то, что некачественно идет в утиль. Что соответствует стандарту, отправляется на следующую ступень. Там уже не стригут, там создают. Самые ценные волосы в мире — это неокрашенные, длинные, мягкие славянские волосы. Их называют «золотом севера». Александр держит их в отдельной коробке. Вот это элита, метр длина. Цвет — натуральный блонд. Мягкость, как у шелка. Эти волосы не подвергались химии, никогда не окрашивались, и в них нет силикона. Именно такие волосы используют для дорогих париков и наращивания в элитных салонах по всему миру. Славянские волосы покупают в Италии, Испании, США. Цена за унцию может доходить до нескольких сотен $. Один парик может стоить до 10 тысяч. По сравнению с ними волосы из Азии стоят гораздо дешевле. Они жестче, часто уже окрашены, и их приходится дополнительно обрабатывать. А китайские волосы вообще часто покрыты слоем силикона, чтобы казаться гладкими. Но разница сразу ощущается в работе. Славянка, она как масло. «Рука сама проскальзывает», — говорит Александр. У него даже особая полка, где лежат только такие волосы. Подписано «не продавать, только под заказ». Но на этом история не заканчивается. Потому что за этим золотом стоят не только деньги. Стоит кое-что куда более странное и мрачное. Именно тогда начинается самое неожиданное звено этой цепи — религия.
До этого момента все, что я слышала, укладывалось в рамки странного, но понятного бизнеса. Но разговор вдруг свернул в сторону, от которой по спине побежали мурашки. Я спросила у Александра, как он вообще попал в этот бизнес. Он замолчал на пару секунд, потом откинулся на спинку кресла и сказал, это все началось с церкви. В начале 2000-х он был участником религиозной общины. Это были трудные времена. Работы нет, денег нет, перспектив никаких. А в их районе открылась церковь. Название он сразу не произнес, но позже упомянул. «Новое поколение». Приехали из-за границы, харизматичные пасторы, громкая музыка, обещание исцеления, силы духа и новой жизни. Тогда у всех был выбор — бухать, умирать от скуки или идти туда. «Там хотя бы кто-то тебя слушал», — сказал он. И именно там впервые прозвучала идея — собирать волосы. Сначала это казалось чем-то вроде благотворительности. Потом пошли слухи, что община зарабатывает на этом деньги. Кто-то шептал, что волосы отправляют за границу, в Америку, где из них делают парики для кино и шоу-бизнеса. Но церковь не афишировала детали. Людей просто просили помочь. Если знаешь, где можно достать волосы, подскажи. Или есть кто-то, кто может сдать, пригласи. Так Александр и попал в цепочку. Сначала просто помогал, потом стал сам ездить, собирать, а позже откололся и стал работать на себя. Но связь между церковью и волосами до сих пор остается неразрывной. И по его словам, если ты позвонишь по такому же объявлению, как на столбе, есть шанс, что попадешь прямиком в секту. История, рассказанная Александром, звучала как сценарий к психологическому триллеру. Он жил в обычном жилом комплексе, где на втором этаже одного из корпусов поселилась странная организация. Сначала это была просто группа верующих, снимавшая помещение под богослужение. Потом полноценный этаж. Потом два. А потом вся местность знала, это территория нового поколения. Он вспоминал, как проходил мимо здания и слышал, как оттуда доносится музыка, крики, грохот. Они устраивали настоящие шоу, экзорцизмы, пляски, изгнание бесов. Кто-то из жильцов жаловался, кто-то смеялся, но большинство просто обходили место стороной. Было тревожно. Александр вспоминает, они как будто из фильма. Все на эмоциях, в белом, с поднятыми руками, как в Техасе. Только это все происходило у нас, в панельной пятиэтажке. Детали становились все мрачнее. Церковь быстро расширялась. Сначала арендовала одно помещение, потом соседнее, потом весь этаж. А через пару лет возвела собственное здание. Настоящий храм с колоннами, куполами и оградой. Снаружи обычная церковь. Внутри дисциплина, контроль, давление. Особенно над теми, кто исцелился от алкоголизма или наркотиков. Им обещали новую жизнь, но давали работу. В том числе собирать волосы. В какой-то момент разговор принимает по-настоящему тревожный оборот. Александр рассказывает о методах реабилитации, которые использовала эта церковь. Те, кого приводили на исправление, бывшие зависимые, бездомные, потерявшиеся, часто не могли уйти просто так. Некоторых реально приковывали к батарее, спокойно говорит он, типа пока не выйдут из ломки, а потом в строй. Кто на кухню, кто в строительство, а кого на волосы. Да, волосы были источником дохода. Их собирали повсюду, через объявления, через своих людей, через обращения к нуждающимся. Кто-то сдавал волосы по доброй воле, кто-то под давлением. Кто-то даже не понимал, кому и зачем их отдает. Собранные волосы шли на продажу, деньги в церковь. За них строили новые здания, покупали оборудование, финансировали евангелизацию. Снаружи все выглядело как помощь людям. Внутри работал хорошо отлаженный механизм эксплуатации. Александр говорит, что долго не понимал, что происходит. Пока однажды не увидел, как брат из церкви привел свою бывшую жену и настоял, чтобы ей отрезали волосы во имя новой жизни. Это был слом, я тогда понял. Это уже не вера, это бизнес, на людях и их боли, говорит он. Связь между религиозной организацией и волосами со временем стала очевидной. Это был бизнес. Чистый, выстроенный, прибыльный, собирались волосы, и чем больше, тем лучше, цены росли. Появлялись перекупщики. Некоторые члены церкви сами становились агентами, ездили по деревням, организовывали сборы, зазывали людей. Кто-то получал процент, кто-то благословение. Объявление на столбах — это не просто маркетинг, это ловушка. Простая фраза, вызывающая доверие. «Купим волосы. Дорого». Но звонок по номеру может привести не в салон, а в секту, где вам скажут, что это служение, где волосы заберут по вере, где вы даже не поймете, как стали частью чужого бизнеса. Александр говорит, что бизнес был выстроен грамотно, кто-то отвечал за закупку.
Кто-то за транспортировку, кто-то за обработку. Волосы отправлялись за границу. Особо ценные в Италию и США. И все это под прикрытием религии, с внешне добрыми лозунгами и внутренним культом подчинения. Вот где все стало по-настоящему невероятно. Александр упомянул Голливуд. Сначала я подумала, преувеличивает, но потом он начал называть конкретные фильмы. «Властелин колец», «Звездные войны», сериалы, шоу — во всем этом использовались парики. И часть волос для них поступала из России, из тех самых партий, которые собраны по объявлениям на столбах, из тех, которые принимали в затхлых квартирах. Вот это кольцо волос ушло в Милан, а оттуда на студию. Там потом и пошли костюмы, говорит Александр, показывая фото упаковки с отметкой «Экспорт». На ней штрих-код, адрес в Италии и надпись «Natural Slavic Hair». Американский рынок был самым прибыльным, там парики стоят тысячи. И чтобы их сделать, требуются лучшие волосы. Русские, в числе самых ценных. Их покупают с руками. Главное, собрать их задешево. А для этого нужен источник. И таким источником стали объявления на заборах. Россия, как сырьевой придаток, только теперь не нефть, а волосы. Отправляются за копейки, возвращаются в виде продукции, которую простому человеку не купить. И вот так совершенно неожиданно цепочка замкнулась. От объявления на столбе до красной дорожки в Лос-Анджелесе. Не все волосы продаются из-за нужды. Иногда человек сам принимает решение расстаться с волосами. Не ради денег, а ради себя. Ради внутреннего освобождения. Так случилось с Аленой, девушкой, которая откликнулась на интернет-объявление о сборе волос. «Мне 27, я отращивала волосы с детства», — сказала она. За ее голосом слышалась легкая тревога. Эти волосы были ее частью, связью с прошлым, с семьей. Она не подстригала их никогда, даже кончики. Они были для нее чем-то большим, чем просто пряди. Они были памятью. Но пришел момент, когда она решила, пора отпустить. Не ради денег, не из-за кризиса, а потому что внутри что-то изменилось. Хотелось символического шага, чего-то, что покажет, жизнь идет дальше. В день стрижки она сушила волосы особенно долго. Смотрела на них в зеркало, словно прощалась. «Они меня согревали зимой, развивались на ветру летом. Это было красиво», — призналась она. Когда ножницы щелкнули, она закрыла глаза. Не из страха, из уважения. Она действительно верила, что у волос есть душа, что каждый дюйм хранит момент, состояние, воспоминания. И теперь она передавала эту часть себя дальше. После стрижки она взяла локон в руки и сказала: «Пусть принесут кому-то радость». Создать парик из натуральных волос — задача сложнее, чем кажется. Одной головы недостаточно. Даже если волосы длинные и густые, на полноценные изделия их не хватит. Так и произошло. Волос Алены оказалось всего 49 грамм. Нужно не меньше 100. Начались поиски второго донора. И в итоге им стала Вера, дочь одной из мастериц. Ей давно хотелось подстричься, и момент оказался подходящим. Сначала она сомневалась. Волосы путались, мешали, но решение далось ей не без волнения. Когда ножницы коснулись затылка, она вздрогнула. Ее мама держала прядь, будто боялась уронить что-то важное, но даже после Веры вес был недостаточным. Пришлось искать третью голову, все ради того, чтобы парик получился не просто похожим, а живым, с объемом, правильным направлением, сочетанием оттенков. Создание такого изделия, как мозаика, из разных частей, собранных вручную с максимальной точностью. И только в конце этого пути волосы обретают новую жизнь. Парик не создается машиной. Настоящий ручной парик требует уикс работы. Для этого нужен постижер, человек, который умеет собирать волосы в парик по волоску. Галина, одна из немногих оставшихся мастеров, принимает заказ. Ее дом — мастерская. Столы, иглы, сетки, нитки, манекены. На стене портреты тех, кому она помогла. Люди с онкологией, с аллопецией, с ожогами. Их новые волосы — ее работа. Она взвешивает волосы, 49 грамм. Очень мало, говорит она, кладет пряди на свет. Хорошие. Но нужен объем. Когда все собрано, начинается процесс. Сначала шьется основа, манту. Это шапочка, на которую будут крепиться волосы. Затем создаются трессы, ряды волос, которые формируют объем. Самая тонкая работа — верхушка. Там каждый волос вшивается вручную, чтобы повторить направление роста. Работа идет неделями. Каждый этап как операция. Нельзя ошибиться, нельзя испортить. Волосы с непластик, они ведут себя по-разному, требуют внимания. И когда изделие готово, в руках не просто парик. Это история, это труд, это шанс. Когда парик был готов, наступил самый трогательный момент. Впервые за все это время мы увидели, ради кого все это происходило. Настя.
17 лет. С детства аллопеция. Волосы начали выпадать, когда ей было 4. Сначала это были клочья на расческе. Потом проплешины. К 7 годам почти полное облысение. Ее возили по врачам, по клиникам, по разным странам, но диагноз подтвердился – неизлечимо. Волосы не вырастут никогда. Для ребенка это было ударом. В школе дразнили, на улице жалели. Она научилась носить платки, шапки, парики, но все они были неудобные, тяжелые, не ее. И вот теперь парик, сделанный вручную, из настоящих волос, из тех самых прядей, которые хранили в себе жизнь, эмоции, силу. Когда она его примерила, в глазах появились слезы, не от жалости, от счастья. «Теперь я как все», — сказала она. Это был момент, когда чужая жертва превратилась в чью-то радость, когда боль обернулась новой жизнью, когда волосы, отрезанные от головы одной девушки, стали частью новой личности другой. Всю эту историю держал на себе один человек, имя которого не раскрывалось. Тот, кто организовал, оплатил, связал всех между собой. Александр называл его просто «наш помощник». Но на самом деле за этим стоял проект «Добрый парик», организация, которая помогает детям, подросткам и взрослым с аллопецией и после химиотерапии получать натуральные парики бесплатно. Они не продают волосы, они собирают их. Через добровольцев, через добрых людей, через тех, кто готов подарить не просто локон, а надежду. Можно отрезать волосы ради денег, а можно ради того, чтобы кто-то вновь улыбнулся. Чтобы девочка-подросток снова почувствовала себя красивой. Чтобы женщина после операции поверила, что жизнь продолжается. В этой истории все замыкается. От объявления на столбе к новой жизни, от боли к помощи, от бизнеса к добру. И если ты когда-нибудь увидишь такое объявление, вспомни, что за ним может стоять не только сделка, но и судьба. Пусть каждый локон будет началом чего-то важного. Каждые 30 секунд в мире завершается сделка с человеческими волосами. Эта индустрия оценивается в миллиарды долларов, но за ее величием скрываются человеческие судьбы. Запрос на натуральные волосы постоянно растет, и число людей, готовых продать свои волосы, увеличивается. Многие делают это из-за нищеты. Процесс продажи волос начинается в бедных регионах, таких как Индия. Здесь волосы превращаются в валюту. Тысячи женщин собираются в храмах, чтобы принести свои локоны в жертву. Эта давняя традиция становится средством к существованию для семей. За длинные волосы можно получить сумму, равную нескольким месяцам работы. Суммы варьируются от 200 до 500 долларов, в зависимости от качества и длины. Это дает надежду на лучшее будущее, но иногда угрожает личному достоинству. Сбор волос не ограничивается Индией. В Китае, Вьетнаме и Бразилии также активно торгуют волосами. В Китае местные фермеры собирают волосы, обрабатывают и продают на международных рынках. Вьетнамские женщины, работающие на плантациях, часто отдают волосы, чтобы улучшить финансовое положение своих семей. Этот процесс становится настоящим испытанием, поскольку многие не понимают истинной стоимости своих волос. После сбора волосы отправляются на фабрики, где их очищают и подготавливают к продаже. Продукция делится на категории – от высококачественных до низкокачественных. Эти волосы поступают в салоны по всему миру, где из них изготавливают парики и накладные пряди. Многие не осознают, что их локоны могут изменить чью-то жизнь. Цены на волосы варьируются в зависимости от качества, длины и источника. Высококачественные волосы могут стоить $1000 за пакеты, что делает их предметом роскоши. В то время как женщины в развивающихся странах сдают волосы за небольшую плату, в богатых странах они продаются по ценам, многократно превышающим стоимость заготовки. Перепродажа волос создает финансовые потоки, но и социальные проблемы. Этические аспекты торговли человеческими волосами вызывают вопросы. Многие исследователи указывают на эксплуатацию уязвимых слоев населения, которые расстаются с частью себя ради выживания. В то время как одни зарабатывают, другие остаются без средств к существованию. Вопрос о целесообразности продажи волос становится актуальным. Для кого-то это шанс на выход из бедности, для других – трагедия, связанная с утратой части себя. Эта индустрия продолжает существовать, поднимая множество вопросов о морали и справедливости. В то время как волосы собираются в храмах Индии, в Китае на фабриках уже готовят к продаже очередные партии. Работницы, зачастую женщины, проводят целые дни за очисткой волос, их механической обработкой и упаковкой. На некоторых фабриках условия труда крайне тяжелые. Рабочие работают по 12 часов в день, получая минимальную зарплату, которая едва покрывает их нужды.
Это создает жесткие условия конкуренции между работниками, и многие жертвуют своим здоровьем ради выполнения плана. Тем временем в Индии в одном из деревень женщины обсуждают свои планы. Моника, мать двоих детей, собирается пожертвовать свои волосы. Она надеется, что вырученные деньги помогут оплатить школу старшего сына. Хотя это решение дается ей нелегко, необходимость в деньгах перевешивает. Ее подруга Сита, которая уже несколько раз продавала волосы, поддерживает ее. Она рассказывает о своих успехах, но при этом делится и темными сторонами этого выбора. «Ты никогда не знаешь, куда уйдут твои волосы», — говорит она, и Моника задумывается. В это время на международном уровне конкуренция среди компаний за натуральные волосы возрастает. Вьетнамские производители начинают активно экспортировать свою продукцию, что вызывает напряжение у индийских поставщиков. Одной из таких компаний является Сон Хан, которая предлагает более низкие цены за волосы, чем их индийские конкуренты. Это угрожает местным рынкам, и многие женщины начинают задумываться о том, стоит ли продолжать традицию. Разработка новых технологий, таких как синтетические волосы, также негативно сказывается на рынке. Компании, инвестирующие в эту отрасль, начинают предлагать дешевые альтернативы, что снижает спрос на натуральные волосы. Это создает финансовые трудности для тех, кто уже зависит от продажи своих волос. Моника слышит разговоры о том, как ее деревня может стать одной из первых, кто будет затронут этим изменением. Ситуация накаляется, когда в одном из индийских храмов происходят массовые протесты. Женщины собираются, чтобы выразить недовольство ростом цен на волосы и несправедливости, с которой сталкиваются в своих деревнях. Они требуют справедливой оплаты и лучшего обращения. Моника решает присоединиться к своим соплеменницам, чтобы отстоять свои права и права своих детей. Протест обретает широкий резонанс, и о нем начинают говорить не только в Индии, но и за пределами страны. Тем временем в богатых странах, где продаются парики и накладные волосы, растет интерес к экологически чистым продуктам. Одни компании начинают подчеркивать, что их волосы поступают только от добровольцев, что создает новое направление в бизнесе. Другие же, напротив, остаются в тени, не обозначая источники. Моника сталкивается с новым вызовом, когда ее сын получает предложение учебы за границей. Чтобы помочь ему, она задумывается о продаже волос, но теперь с новой точки зрения. Она понимает, что ее выбор может повлиять не только на ее семью, но и на будущее всех женщин в ее деревне. Этот внутренний конфликт нарастает, ставя под сомнение не только ее собственные приоритеты, но и все традиции, которые она знала. В деревне, где живет Моника, набирает популярность идея создания кооператива для сбора волос. Женщины обсуждают возможность объединения усилий, чтобы получить более выгодные условия продажи. Они собирают информацию о ценах на рынке и о том, как работает система торговли. Некоторые из них уже имели опыт продажи волос и понимают, что их усилия могут принести больший доход, если они действуют вместе. Моника становится одной из активисток этого движения, ее вдохновляет мысль о том, что это может улучшить жизнь женщин в ее деревне. Тем временем в храме, где традиционно собираются женщины для жертвоприношения волос, происходит неожиданный поворот. Возникает конфликт между местными жителями и представителями компаний, которые пытаются занять позиции на этом рынке. Представители бизнеса уверяют женщин, что они получат больше денег, если будут работать с ними напрямую, забывая упомянуть о существующих традициях и обычаях. Женщины, не понимая истинной игры, начинают раздумывать о переходе на новую систему. Моника решает провести собрание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Она приглашает соседей и других женщин из деревни. На встрече обсуждаются не только цены на волосы, но и условия работы с новыми компаниями. Многие высказывают опасения, что они могут быть обманутыми, если откажутся от традиционного процесса. Моника поднимает вопрос о том, как важны эти традиции для их культуры и идентичности. Среди женщин начинается разделение. Одни поддерживают кооператив, а другие хотят попробовать работать с новыми компаниями. В это время в деревню приезжают представители одной из компаний из Китая, предлагая огромные суммы за волосы. Их щедрые обещания привлекают внимание, и начинается борьба за внимание женщин. Моника чувствует, что ее усилия могут быть недооценены. Она начинает собирать свидетельства женщин, которые ранее продавали волосы и столкнулись с трудностями в работе с компаниями, чтобы проиллюстрировать свои опасения. Тем временем в крупных городах, где находятся фабрики, работники начинают забастовку. Люди требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Эта забастовка значительно затрагивает цепочку поставок, и компании начинают терять деньги. Руководство фабрик начинает искать новые источники волос, чтобы восполнить потери.
Это приводит к переполнению местных рынков, и цены на волосы падают. Ситуация становится напряженной, когда Моника, узнав о ситуации на фабриках, решает организовать акцию протеста в своей деревне. Она хочет привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются не только женщины, продающие волосы, но и работницы на фабриках. Моника собирает группу женщин и начинает распространять информацию в социальных сетях о предстоящем событии, надеясь, что это поможет объединить женщин на глобальном уровне. В день акции протестов к храму собирается множество женщин. Они держат плакаты с лозунгами о справедливости и равенстве. Моника находит поддержку со стороны некоторых академиков и правозащитников, которые готовы рассказать о ситуации в международной прессе. Эта поддержка придает сил женщинам, которые хотят изменить свою судьбу. Моника понимает, что их борьба выходит за рамки личных интересов. Это борьба за справедливость и право на лучшее будущее. Акция протеста привлекла внимание местных СМИ. Женщины, собравшиеся у храма, требовали справедливой оплаты за свои волосы и улучшения условий труда как для них, так и для работниц на фабриках. Репортажи начали появляться в новостях, и в течение нескольких дней о ситуации заговорили не только в Индии, но и за ее пределами. Это привлекло внимание международных правозащитных организаций, которые решили подключиться к борьбе за права женщин. Тем временем в Китае представители компаний, закупающие волосы, начали паниковать. Снижение цен на натуральные волосы из-за забастовок и протестов женщин в Индии угрожало их бизнесу. Они организовали экстренное заседание, на котором обсуждали, как можно снизить затраты и сохранить прибыль. В результате было принято решение о начале активных переговоров с индийскими производителями, чтобы попытаться установить более низкие цены на волосы, прежде чем ситуация станет критической. Моника и другие активистки продолжали собирать информацию о ценах на волосы. Они изучили, какова реальная стоимость волос на международном рынке и каковы накладные расходы. Это дало им возможность понять, что многие компании зарабатывают на их бедности. Женщины начали вести переговоры с местными производителями, пытаясь убедить их повысить цены, предлагая при этом союзы и поддержку. Их уверенность росла, когда они начали видеть результаты своих действий. На одной из встреч с производителями Моника открывает удивительный факт. Она узнает, что некоторые компании использовали обманные схемы для снижения цен, скупая волосы у женщин за копейки и перепродавая их в несколько раз дороже. В то время как они платили женщинам всего лишь $200, на международном уровне эти же волосы продавались за тысячи. Моника понимает, что эти данные могут кардинально изменить ход их борьбы. Собрав всю информацию, Моника решает провести пресс-конференцию, чтобы рассказать о реальных ценах и прибылях на рынке человеческих волос. Она вызывает к себе журналистов, правозащитников и местных лидеров мнений. На мероприятии женщины представляют результаты своих исследований, показывают документы и накладные, подтверждающие обман. Моника выступает перед толпой, объясняя, как их волосы становятся предметом роскоши для богатых, в то время как они остаются в нищете. Толпа реагирует с восторгом, и новости о раскрытии правды о рынке волос становятся вирусными. Протесты в других городах начинают набирать силу, и женщины из разных уголков страны начинают объединяться. Правительства начинают обращать внимание на ситуацию и обсуждать возможные изменения в законодательстве, чтобы защитить права женщин. Ситуация достигла критической точки, когда на пресс-конференцию пришли представители одной из крупных компаний, закупающих волосы. Они попытались опровергнуть обвинения, но давление со стороны общественности и СМИ только усиливалось. Моника и ее коллеги требуют открытых переговоров, требуя повышения цен на волосы и улучшения условий труда на фабриках. Это становится последним шагом к тому, чтобы изменить рынок, который веками использовал женщин. На горизонте назревает конфликт. Женщины понимают, что их борьба может привести к большому изменению, но им нужно быть готовыми к возможным последствиям. Моника знает, что они стоят на грани исторических перемен, но в то же время они рискуют потерять все. Напряжение нарастает, когда срок ответа от компаний истекает, и они ожидают реакции на свои требования. Прошло несколько недель с момента пресс-конференции, и общество продолжало обсуждать события, связанные с рынком человеческих волос. Моника и ее коллеги активно работали, стремясь добиться изменений. Их борьба привлекла внимание международных правозащитных организаций, которые начали сотрудничать с ними, предоставляя ресурсы и помощь. Местные власти, под давлением общественного мнения, организовали встречу с представителями компаний, закупающих волосы.
На этой встрече обсуждались условия справедливой торговли и меры, которые могут быть внедрены для защиты прав женщин. Моника, как одна из ведущих активисток, была выбрана для участия в переговорах. Она подготовила документ с требованиями, в котором четко указывались новые цены и условия продажи. Во время переговоров компании согласились на многие из предложений, хотя и столкнулись с сопротивлением. Им пришлось признать, что общественное мнение и давление со стороны активистов значительно изменили ситуацию. Моника почувствовала, что их усилия начинают приносить плоды, но оставались неопределенности. Некоторые компании продолжали пытаться сохранить старые схемы, что угрожало достигнутым соглашением. Обсуждения о справедливой цене на волосы продолжались, и женщины из разных деревень начали объединяться, формируя кооперативы для защиты и поддержки. Они начали проводить семинары, обучая друг друга правам и возможностям в бизнесе. Моника была вдохновлена тем, что другие женщины также начали бороться за свои права и разрабатывать собственные стратегии. Ситуация на фабриках оставалась сложной. Работницы все еще испытывали плохие условия труда, и Моника понимала, что ее борьба в деревне была частью более широкой проблемы. Она начала работать с правозащитными организациями над созданием программ, направленных на обеспечение безопасности и достойных условий для трудящихся на фабриках. Прошло несколько месяцев, и рынок волос стал меняться. Общественное внимание, сосредоточенное на этой теме, привело к снижению спроса на дешевые и неэтичные продукты. Моника и ее соратницы стали символом перемен. Их история вдохновила многих на борьбу за справедливость не только в Индии, но и за ее пределами. Если вам интересно, как волосы могут стать символом перемен, и вы хотите следить за нашими новыми историями, подписывайтесь на канал. А если вам нравится то, что мы делаем, поддержите проект, ссылка в описании, или просто наведите камеру на QR-код на экране. Помните, даже малый вклад может сделать огромную разницу. Изменения затронули не только рынок человеческих волос, но и осознание социальной ответственности среди потребителей. Люди в богатых странах начали осознавать, что их покупки могут иметь более глубокие последствия, чем они думали. Они начали задаваться вопросами о происхождении товаров, которые покупают. Моника, стоя на пороге храма, где все началось, ощущала гордость за то, что ее усилия не прошли даром. Она понимала, что до полной победы еще далеко, но у женщин теперь появился голос, и они могли бороться за свои права. История о рынке человеческих волос, полная трагедий и побед, оставила глубокий след в сознании общества и показала, как важно отстаивать свою правду. На горизонте маячила надежда, что каждый человек, каждый волос может стать символом перемен.